Здравствуйте, мои дорогие зрители, здравствуйте, мои дорогие подписчики. Приветствую вас на своем канале. Кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, не будете пропускать следующие видео. Моих регулярных зрителей, моих дорогих подписчиков я приветствую. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваше внимание, за то, что пишете комментарии, как проигрываются мои расклады у вас, за то, что всячески поддерживаете меня в развитии моего канала. Это мне очень важно, приятно. Спасибо вам большое. Сегодня тема нашего расклада будет такая. Моя жизнь в ближайшее время. Давайте загадаем. Ну, ближайший месяц, например, да? Ваша жизнь, личная жизнь. Вот на это время посмотрим. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Расклад, как всегда, будет общий. Конкретно вашу ситуацию я не знаю. Но мои расклады работают так, что каждый, кто смотрит, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Вот когда вы открыли видео, да, тогда вы и услышите. Значит, вот это видео мы смотрим на ближайший месяц. Увидели вы это видео в июле, значит, отсчитывайте с того момента месяц, будет проигрываться на это время. Увидели вы это видео в сентябре, открыли, посмотрели, оно вас заинтересовало, отсчитывайте этот месяц сентября. То есть это не то, что вот вы смотрите там в декабре, а это события касались июля. Нет. То есть начиная с момента просмотра будет работать видео. Такую программу ставим на него, да, значит, расклад, как всегда, будет общий. Рекомендую настоятельно посмотреть видео от начала до конца видеорасклада, потому что у меня информация идет от первой до последней карты. Как правило, в конце, в самом, я еще вытягиваю одну либо несколько карт совета, которые тоже очень важны от высших сил. Иногда там информации даже больше, чем во всем раскладе, поэтому просто вам советую. Да? Итак, настраивайтесь. А мы посмотрим. Так, ваша жизнь в ближайшее время. Ну, давайте смотреть. Вы настроены решительно. Может быть, здесь вы планируете какую-то поездку, может быть, здесь вы планируете принятие каких-то решений. У вас сильная энергетика, вы наполнены страстью, тут аж рыцарь жезлов, то есть вы очень уверены, тут даже где-то и мужская такая уверенность, да, что вы совсем справитесь, что все будет хорошо. Вот. Но здесь вы переживаете. Переживаете, у кого-то здесь, может быть, со здоровьем нелады какие-то, да. У кого-то здесь, возможно, чувствами, да, страдаете, скучаете, переживаете, да, у кого-то, ну, просто как-то так складывается жизнь. И туз колес, понимаете, вот вы уже на пороге, скажем так, чего-то яркого, какого-то шанса, который будет дан вам свыше. Того, что вы, может быть, не ожидаете, либо уже, может быть, я не знаю, встреча, вариант какой-то, какие-то новые перспективы, они уже вот где-то близко у вас. Да, также здесь, кстати, может быть и по деньгам что-то приход какой-то очень, ну, может быть, и не огромный, но вот это изменит ваше состояние, вот это, да, где вы вот такая вот немного, может быть, грустная, немного погруженная в себя, скучающая, да, что-то изменится здесь. Так, ну давайте, знаете, что смотреть. Личная жизнь. Давайте посмотрим вот конкретно, как будут дела обстоять со здоровьем. Со здоровьем все будет неплохо. Да, здесь может быть, кто обращался за постановкой какого-то диагноза, диагноз будет поставлен, анализы, может быть, какие-то будете сдавать, да, но состояние будет стабильное ваше, не ухудшения однозначно не будет, даже по этой карте может быть и улучшение, то есть и внутреннее психоэмоциональное состояние улучшится вот именно из-за того, что придет, того, что вы не ожидаете. Кстати, если вот действительно
ну, будет вам несложно, напишите, что это за событие, что повлияет на изменение ситуации. Мне очень интересно всегда, да, как проиграется этот расклад. Что произойдет? Ну что вот буквально упадет с неба, да, подготовят высшие силы, что изменит ваша ситуация, ваше самочувствие в лучшую сторону. Вы будете стабильно, нормально себя чувствовать, да, но посмотрите, вот так было, а так станет. Понимаете? Вот здесь прям очень ярко видно. То есть со здоровьем все будет достаточно стабильно. Плохого ничего не ожидается, не должно быть. Вот. Так, здоровье посмотрели. Давайте посмотрим рабочие вопросы. Ну, вот решила как-то так сегодня. По вот вопросам. На работе. На работе вы будете трудиться, да, то есть трудиться, кропотливый труд, может быть, в команде труд, но трудиться будете, работы будет много, придется где-то терпеть, перетерпеть, кто учится, учиться, да, там, ну, терпеть, зажав зубы, работать, как говорится, да. Тот, кто работает дома, ну, дома будут какие-то дела, очень много, будете загружены, весь месяц будете загружены, будете переживать почему-то по работе, будут какие-то неясности, недосказанности, да, может быть, что-то, ну, неуверенность какая-то, вот, но берегите здесь за спиной доброжелателей, да, говорят нам высшие силы, опасайтесь, сами тоже ничего не пытайтесь утаить, скрыть, сейчас не время, да, все должно быть четко. Тройка жезлов, ну, при этом будет все нормально, медленно, но будет развиваться, все будет хорошо с работой. Здесь, может быть, еще какие-то новые перспективы откроются. Кто ищет работу, появятся варианты. Кто не ищет, но хочет менять, может быть, вы определитесь, увидите, куда бы вы хотели, ну, двигаться, развиваться. Да, какие-то варианты появятся. Что вы будете делать дальше? То есть вот эти ваши сомнения, страхи, как-то, вы знаете, увидите вы, что там дальше, да, как-то вам откроется информация какая-то по работе. Так, давайте посмотрим материальная составляющая. Так, материальная составляющая. Суд. Здесь может быть что-то, какие-то выплаты по каким-то бумагам, документам, договорам, пособиям, что-то такое, да, то есть то, что именно выиграете, может быть, какой-то судебный процесс, да, что-то связанное, может быть, с государством. Тут, кстати, могут быть и не только выплаты, и вы должны, может быть, будете налоги, я не знаю, взносы какие-то заплатить, да, вот, именно нужно будет ждать. То есть это то, чего вы ждете, работаете и ждете, да, то есть, но это нужно будет сделать, ничего с этим не поделаешь. Вот, выплат придется подождать каких-то, на которые вы рассчитывать, могут быть алименты, ну, я не знаю, оплата договора, что-то такое, да, почему... Ну, здесь связано будет с логистикой, может быть, с документами что-то, видите, королева мечей, король мечей, с государственными органами, ну, с вышестоящими организациями, что-то такое, с информацией связано, да, ну, кто работает, если вы в теме, вы поймете, о чем речь идет, да, в медицине тоже может быть что-то с вышестоящими руководством, да, не от вас здесь будет зависеть, но будьте внимательны, все должно быть правильно, честно, без утайки. И тогда все будет хорошо. Вот здесь решение, может быть, от какого-то мужчины придет материально. Но деньги будут, понимаете, может быть, небольшие, но все будет нормально, должно быть стабильно. Смотрите, обращайте внимание просто на документацию. Так, давайте посмотрим ваше внутреннее состояние. Вот я хочу посмотреть. Ой, вы будете переживать из-за финансов, из-за плохого, может быть, самочувствия, из-за какого-то неблагополучия.
внутреннее ваше состояние будет от этого зависеть. Это будет внутреннее ваше, да, негармоничное состояние, плохое состояние, возможно, депрессии, переживаний, неуверенности, да, страха, либо, может быть, внешние обстоятельства, лишений каких-то сложностей, финансовых сложностей, да, недостаток чего-то, он будет очень сильно откладываться, переживать вы будете, да, внутреннее состояние, вот первая же карта, переживания из-за финансов, из-за ресурсов, из-за этого. Будете думать, куда вам двигаться, да, может быть, все бросить, да, вообще бросить все и уйти дальше, вперед. Но это может касаться всего, и работы, и какого-то конкретного места, и отношений, да, и друзей, подруг, каких-то интересов. То здесь будет такое вот чувство того, что вы от этого устали, вы хотите большего, вы хотите счастливой, яркой жизни, вы хотите достатка. Да, вы яркая женщина здесь проигрываетесь по вот этому раскладу. Яркая, прекрасная, вот такая, посмотрите, вот такой вы хотите быть в красивых нарядах, да, окруженная прекрасными вещами, да, позволять себе то, что хотите. Будете об этом думать, как этого достичь. Ну и колесо фортуны, где-то здесь будет, знаете, надежда на то, что ситуация изменится. Вот это вы будете думать. Извините, пожалуйста, за посторонние шумы. У меня по соседству стройка идет. Ну, я ничего с этим не могу сделать уже. Да, к сожалению, никак приглушить этот шум я не могу. Пожалуйста, извините. Вот. Вы будете думать, как вам выйти из этого ситуации. Это хорошая карта. Здесь высшие силы на вашей стороне. Ждите изменений каких-то. Ситуация прояснится. Вы поймете, да, примете решение, если этого не понимаете еще. Будете знать, как вам нужно действовать по колесу фортуны. Ситуация изменится. Вы должны будете выйти вот, да, вот из этого, вот из такой серости в более яркое состояние, да, как вот так, как вы хотите. Вы будете, ну, что-то будет меняться. Интересно, кстати, что? Напишите потом, пожалуйста, да, что же это. Очень интересно. Ну, давайте смотреть любимую нашу тему, личная жизнь. Что будет ждать вообще вам в ближайшее время в личной жизни? Ну, давайте, личная жизнь. 7 мечей. Ну, будут какие-то у вас выяснения, будут какие-то разговоры, возможно, ревность какая-то. Все это будет связано с мужчиной, король кубков. Да, мужчина, возможно, водной стихии по основному знаку, либо по асценденту, но не обязательно. Мужчина чувствительный, который очень большое значение придает своим чувствам, эмоциям, своему внутреннему состоянию. Возможно, также мужчина, которого любите вы. Да, но мужчина здесь может быть эгоистичный, я вам сказала, достаточно. Мужчина творческий может быть врач, может быть психолог, там поэт, музыкант, дизайнер, да, что-то такое вот. Личная жизнь ваша будет связана в ближайший месяц с этим мужчиной. Там все будет непросто, остро. Почему? Давайте посмотрим. Остро, потому что мужчина будет хотеть самоутвердиться. Он хочет быть не просто королем кубков, он хочет быть императором. Да? Либо еще один вариант, ну, у тех, кто знает, здесь у вас 2 мужчин. Один может быть император, мужчина постарше, да, либо законный супруг ваш, да, либо ваш, как бы, ну, гражданский супруг, но мужчина вот такой стабильный, с которым вы в стабильных отношениях, и другой мужчина, король кубков, да, ну, в которого вы тоже влюблены.
Такой вариант тоже возможен. У кого нет двух мужчин, значит, тогда ваш мужчина, вот этот, которого вы любите, будет, ну, потреплет немножко нервы, самоутверждаться, вызывать, может быть, ревность, что-то обсуждать, что он хочет большего, он хочет быть вот таким императором, обладать всем, да, может быть, поставит вопрос, что ты либо моя, либо ничья, да, только для меня не устраивает, что вот там что-то вот так, хочу более серьезно или еще как-то, но будет говорить о том, что он хочет большего. Может быть, не только в личной жизни, может быть, он будет о своих планах каких-то рассказывать. Вот. С чем еще это будет связано? Четверка кубков, вы знаете, с каким-то... Не будут развиваться никак отношения. Вот как они есть, так они и есть. Да? Вы будете, может быть, даже чувствовать некую пресыщенность, усталость. Он будет как-то бездействовать. Да? Вы вроде хотите, чтобы были какие-то действия, может быть, что-то там, признание, ну, я не знаю что, да, страсть. А тут все будет достаточно ровно, стабильно. Ну, это неплохая карта. Понимаете, тут с чувствами они будут, эти чувства, и у этого мужчины они будут, и у вас они будут. То есть тут ничего плохого, но просто яркости развития вот по этому ряду пока нет. Сейчас еще мы посмотрим, что еще в личной жизни. Да, посмотрели, почему вот будет, ну, как бы острота такая, как-то будете не совсем довольны. Из-за того, что он будет вот императора из себя строить, либо у вас вот двое их, не знаете, что делать тогда, если двое, да, вроде и тот, и этот есть, и так и хотите усидеть на двух стульях, да. А если их не двое, если он один, он будет хотеть вот этим императором быть, и как бы вы не знаете, что делать, и он вроде ничего для этого не делает, только на словах. Ну, вот так. Так, что еще? Давайте смотреть. О, семерка кубков. Ну, какие-то будете планы совместные строить, либо вы будете какие-то планы строить, может быть, мечтать о какой-то поездке, о чем-то, о каком-то будущем совместном, о каком-то праздновании чего-то. Ну, тут будут мечты, либо воспоминания. Ну и смотрите, кто в любовном треугольнике, будете думать, как выходить из этой ситуации, да, либо кто поссорился, как выходить из этой ситуации. Вот видите, император, императрица. Чтобы быть парой, чтобы вы были уверены в себе императрицей, если, да, там со стороны мужчин третья сторона, то будете думать, как вам, да, решить эту ситуацию. Вы хотите быть императрицей, единственной для него женщиной, прекраснейшей. И вы такая и есть, яркая, прекрасная. Да, тут энергии на самом деле, вот вы будете думать, понимать, что все сложно, что много было боли и так далее. Но ваше-то состояние будет уверенной. Вы уверены в себе, в своей красоте, в своей привлекательности, в своем магнетизме, в том, что вы все можете, понимаете? И не надо терять вот это ощущение, что вы все можете, вы сильная, прекрасная женщина, вы та женщина, которая влечете в мужчин, своей женской энергией, считывают они энергию, да, вы яркая, прекрасная. Карты говорят, ни в коем случае из-за того, что какие-то мечты не сбываются или что-то сейчас не может осуществиться, не впадайте в негатив, не переживайте. Сейчас не получится это, получится что-то другое, да, либо получится позже. Любовный треугольник, ну что, вы знали про эту ситуацию. Тоже не надо, знаете, терзать себе сердце, рвать себе душу. Разрешится эта ситуация как-то. И Верховная Жрица. Да, вы знаете, здесь вы будете очень сильно, скажем так, ваше внимание будет сильно направлено на ваш внутренний мир, да, если у вас тайные отношения, вот как раз будете думать, вот именно думать и мечтать, строить планы, как выйти из тайных и сделать эти отношения явными, да, то есть вот
Тайные, явные. Верховная жрица, императрица. Кто-то также, может быть, задумается здесь о беременности. Да, девочки, здесь тоже что-то, может быть, были неудачные уже 3 попытки, да, и будете планировать зачатие, беременность, да, этого тоже может быть касаться. Вот ваша личная жизнь, ну это какая еще личная жизнь, да, такая тема, вот, поэтому тут вот такой канал тоже может быть. Что еще? Давайте посмотрим. Ну, явно мужчина какой-то, если у вас его нет, смотрите внимательно, тут водная, земная стихия, да, по основному знаку, либо по асценденту проявится. Будет какой-то мужчина, где-то рядом появится, либо это ваш мужчина, с которым вы уже в отношениях, были в отношениях, да, знакомы. То есть мужчина серьезный здесь, да, с денежкой, тот, кто интересуется материальным миром, да, хочет хорошо жить, хорошо зарабатывать, вас обеспечивать, может брать ответственность, да, захочет брать ответственность. Ваша личная жизнь будет и такой мужчина, да, так что смотрите. Маг, мужчина, маг. Ну вот однозначно должна мужская энергия появиться в вашей жизни. Либо, может быть, здесь, знаете, переживания по поводу мужчины у вас успокоятся, если была какая-то неопределенность, все определится. Солнце. Вы понимаете, вот ситуация, я вам сказала, да, сразу по 3 картам, что что-то произойдет, что изменит всю ситуацию в целом, ваше состояние, ваше внутреннее состояние, ваши внешние обстоятельства, да, как-то вы определитесь, проанализируете, может быть, даже анализировать не придется, да, то есть там все будет как-то само собой так складываться, что и вот вы полетите к солнцу на таком белом коне, понимаете, у кого-то здесь вы воссоединитесь парой, сократится расстояние. Вас не будет интересовать внешние никакие обстоятельства, факторы, сложности. Вы будете думать только о том, что как хорошо, что мы вдвоем и вместе, и больше мне ничего, или нам ничего не нужно. Но Солнце – это замечательная карта. Вы посмотрите, какое идет тепло от него. Солнце – это Бог. То есть Бог будет с вами, Бог будет вам помогать, верьте в этом. Одни, посмотрите, вот 2 старших аркана, здесь какой мощный расклад. Еще чуть-чуть надо потерпеть, да, сложно, больно, очень тяжелый период, очень тяжелые обстоятельства, много боли, да, все, но это 10 мечей, это последняя уже карта, то есть все это приходит к какому-то финалу, все как-то проясняется, разрешается, и, понимаете, высшие силы, ну, примет участие здесь. Все как-то разрешится, все как-то наладится, вот эта боль должна уйти. Да, не торопитесь, да, говорят нам карты. Не торопитесь, хорошо все обдумайте, горячиться не нужно, сгоряча действовать, да. Подумайте, может быть, действительно, если хотите поездку какую-то планировать, хорошо обдумайте, спланируйте, да, если кто-то планирует уход, может быть, к новым берегам движение, к новому мужчине движение, хорошо все тщательно спланируйте, только так тут здесь, да, хорошо подумайте, может быть, сейчас, в ближайший месяц, это не время для этого делать. Не ревнуйте, ревность здесь будет, отношения у кого-то по переписке будут тоже. Иерофант. Вы посмотрите, здесь серьезные отношения, да, кармические, у кого-то законный брак, законный супруг. Это нужно просто пройти. Это тот опыт, который идет, возможно, по роду, да. То есть вот это примите. Иногда принять
ситуацию, это уже и решить все проблемы, понимаете? Не обязательно ее анализировать, да, просто принять. Да, вот так есть. Да, я принимаю. Да, я доверяю Богу. Иногда это уже и есть решение. Уже это и есть отработка каких-то кармических долгов. Ну, давайте посмотрим совет. Вот прям совет. Покажите нам совет на ближайший месяц. Покажите нам совет на ближайший месяц. Так. Ух, башня. Смотрите, если что-то пришло к своему завершению, если что-то рушится, если происходят обстоятельства, да, повлиять на которые вы не можете, ну вот никак не можете, тогда не нужно никак в принципе пытаться этот процесс остановить. Отпускайте, расслабляйтесь, принимайте все как есть. Что должно уйти, уйдет, что должно прийти, придет. Не терзайтесь здесь, вы здесь ни над чем не властны. Что еще? Понимаете? Да, тяжело, да, вы устали, потерпеть осталось чуть-чуть. Просто никак не препятствуйте тем изменениям, которые происходят у вас, которые вас ждут, что будет происходить. Знайте, что все это направлено на то, чтобы вы развивались материально, духовно, отношения развивались. Это ваше развитие, это ваш рост, говорят нам высшие силы. И туз жезлов. Будет у вас новое начало, будут у вас какие-то новые решения, новые варианты, да, новые шансы будут предоставляться. Вы будете в очень хороших, ярких энергиях. У кого-то здесь и новая страсть, может быть, придет, а может быть, старая вспыхнет с новой силой, да, и встреча будет. Но не теряйте уверенности в себе, не боритесь с воздушными замками, не пытайтесь остановить то, что невозможно остановить, да, решить то, что невозможно решить. Просто постарайтесь пережить все сложности, которые встают на вашем пути. Ну вот такой расклад у нас получился. Я желаю вам всем огромного счастья, большой любви. Пусть у вас все складывается наилучшим образом во благо. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.